Представители знака зодиака Близнецы. Близнецы, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп, декабрь 2023 года. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И декабрь последний месяц уходящего года, и мы подводим итоги и, конечно, строим планы на будущее. В декабре мы невольно, словно будем оборачиваться назад, может быть, сравнивать предыдущий период, анализировать, приходить к каким-то выводам. И вот эти размышления нам совершенно необходимы для того, чтобы определиться с чем-то очень важным. Может быть, принять окончательное решение. Такое состояние будет вдобавок обусловлено еще и планетарно, поскольку Юпитер и Уран находятся в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И мы знаем, что Телец у нас, как правило, отвечает за благополучие. Поэтому на оси самого важного, главного до конца года отношения и финансы. Отношения как и в социуме, так и с нашими близкими. И финансы, каким образом к нам приходят финансы, и какая-то как будто стратегия на будущее должна быть заложена, может быть, отчасти исходя из ошибок прошлого. Неизбежно какое-то дежавю, потому что ретроградность как и Урана, так и Юпитера в знаке зодиака Телец. И кроме этого, мои дорогие близнецы, ваш Меркурий с 13 декабря дополняет эту картину ретроградности. И если у нас 2023 год начинался как раз с ретроградного Меркурия, он уже был на 1 января в знаке Козерога, и год-то этот заканчивается тоже ретро-меркурием в знаке зодиака Козерог. Мы можем даже невольно где-то анализировать вот этот год, с чего он начался, наши приложенные усилия, какова отдача, если я кому-то помогал, откликнулись ли мне в ответ, что я, какие планы ставил или ставила, что удалось осуществить, где были потрачены понапрасну усилия, энергия или финансы, например, опять же, да, и мы будем, вот, видимо, такой своеобразный анализ прожитого года, как будто мы не хотим что-то повторить в плане ошибок, как я сказала. Ну и понятно, что когда Меркурий ретроградный, это могут быть задержки где-то с деньгами, поэтому будьте на начало месяца где-то больше аккуратными с тратами, может быть, с глобальными тратами. И также надо быть внимательным к информации, которая может быть такой разноликой, разношерстной, иногда и фейковой. И быть внимательным, всегда говорю, к электронным платежным системам. Видимо, для всех нас могут быть какие-то сбои или, ну, что-то непредвиденное. Бывают по ретро-меркурию вот такие для нас, для всех сюрпризы. Хоть и Меркурий ваша планета-управитель, но тем не менее влияет на всех нас. Итак, давайте мы посмотрим на картах Таро. У нас сегодня колода Таро иллюминатов и золоченое Таро. Так, что-то у нас выпадает. Вообще, или вам придется хитрить, или вы будете какую-то словно тайну, загадку разгадывать, или докапываться до сути. Кстати, можно этому доверять или нет, семерка мечей. Быть внимательному к своему имуществу, сохранностям. Безусловно, называют эту карту вора, хотя нигде не прописана именно вот такая фраза. Но она бытует, из уст в уста передается, и поэтому будем мы внимательны, как к сумочкам, портмоне, как, опять же, паролям, аккаунтам, если мы о платежных системах говорим, не что-то не прошляпить, что-то не упустить, руку на пульсе нужно держать. Или для кого-то разобраться с каким-то серьезным делом, вопросом, определиться, вот все то, что я где-то говорила. Ну и быть внимательным, наверное. Нельзя делать, когда эта карта выпадает, знаете, нельзя делать что-то на автоматизме, когда концентрация внимания падает. Итак, давайте мы с вами посмотрим. Первая карта. Важное событие или что для вас будет, мои дорогие близнецы, в центре внимания. Что будет радовать, помогать в декабре? Какие неожиданности или какие неожиданные события могут прийти к вам, с чем вы можете столкнуться? Какие возможности, давайте мы узнаем. Что скрыто? Достанем такую карту. Может быть,
вы не обращаете на что-то внимание, а может кто-то нарочито скрывает. Дела, работа, бизнес. Посмотрим энергетику, финансы на декабрь. И что по личной жизни. Итак, давайте будем смотреть важное событие. Прекрасная карта, и она говорит вообще шестерка кубков где-то прошлое. Имеется в виду не то, что мы что-то завершаем, хотя у кого-то такое может быть, но это именно кубки, отношения больше нам показывают, взаимодействие. По этой карте прекрасно дипломатия проигрывается. В каком плане? Для вас, видимо, если мы говорим, что важно знать, в принципе, каким бы делом вы ни занимались, что бы вы ни планировали, куда бы вы ни отправлялись, все решают люди. Умелое взаимодействие с людьми поможет вам обрести радость, мои дорогие. По этой карте как раз у нас получается буквально какую-то победу одержать, потому что мы сумели договориться. Может быть, и мы сумели донести свою точку зрения, и нас правильно поняли. А может быть, и просто конкретный какой-то вопрос в бюрократическом даже порядке, благодаря большей лояльности миру, а вы как раз такие люди, которые, ну, вы не создаете стереотипов людям, это очень важно. Не все из нас обладают таким прекрасным качеством, и вот ваши лучшие качества вам помогают, хотя для кого-то из вас, может быть, по этой карте отношения на расстоянии или отношения с теми людьми, которых вы хорошо знали. По этой карте проходят родственники или еще какие-то наши друзья. Для кого-то из вас те друзья, которых вы не видели долгое время, может быть, и не слышали. Мы можем случайно встретить такого, о котором, может быть, прежде были какие-то отношения, даже дружеские, и мы потом как-то так судьба сложилась, нас развела она снова. И где угодно мы можем внезапно встретить этого человека или по какой-то причине он нам возьмет и напишет, может, вы кому-то что-то хорошее делали, и о себе напомнит человек еще раз, вас за что-то поблагодарит. Такое тоже может быть. В основе этой карты лежит искренность. И вообще, что важно знать, уделять вниманию тому, что надежно и искренне. То, что не строится на основе интереса или заинтересованности. Почему? Это проходящее. Сегодня есть интерес, завтра он изменился, ну и нас поменяли. А здесь вот то, что надежно, то, что, так знаете, фундаментально, и то, что от души, мои дорогие. И либо это ваша какая-то история, либо, вот как я сказала, люди, которые о себе напоминают, а может быть, это по работе, вы меняете круг своего общения, или этот круг общения может вообще касаться не только сферы деятельности, но жизни вообще, как социум ваш. Давайте мы посмотрим, что будет радовать. Кто-то будет планировать выход либо из создавшегося положения, или будет пытаться решить какую-либо задачу, может быть, правда, ходя по инстанциям, может быть, пытаясь ускорить какое-то дело. Мы по восьмерке кубков, именно в этой колоде карт, мы ищем выход, и мы его находим. Мы либо какое-то Соломоново решение принимаем, но чаще всего все же по восьмерке кубков это когда есть какая-то как невозвратность. Значит, и есть то, что как новое что-то стоит у нас, либо на пороге дня, месяца, либо какие-то новые возможности приходят. Для кого-то буквально проиграется как поездка, для кого-то переезд. Может быть, то, что вы будете планировать, а может быть, это где-то коррекция ваших планов, намерений, целей. И вас это в позиции радует. То, что вы хотели, по сути дела, может быть, осуществить, пусть это даже касается вашей деятельности. Может быть, смена работы у кого-то может произойти. И как будто либо вы договоритесь, либо сложатся удачные обстоятельства, так что как вы будете услышаны, и у вас получится вот сделать именно в том ключе какое-то дело, или переход, если мы говорим по работе, как вы этого хотели. Ведь это в позиции, что нас радует. Новый интерес. И пусть на восьмерке кубков нам нарисован еще так темноватый фон и луна как будто впереди. То есть есть какие-то неопределенности еще пока. Но мы точно знаем, что мы не хотим оглядываться назад. Человек нам показан уже со спины. Вы как будто с каким-то прошлым уже прощаетесь. Или, я бы сказала, простились. Есть какая-то реальность, мои дорогие близнецы, которую вы уже как будто приняли. И, видимо, от вашего решения вам будет словно легче на душе, словно гора с плеч упадет. Давайте мы посмотрим.
Что же за неожиданности? Двойка жезлов, знаете, это не есть сами по себе неожиданности. Может быть, это вот какой-то выбор или новые возможности, когда надо будет действительно определиться. Ну, видимо, вот то, что я сказала, после того, как вы определитесь, вам словно, знаете, крылья за спиной вырастут, правда. И ведь если по двойке жезлов мы говорим, ну, где-то выбор или есть двойственность, для кого-то из вас может быть такой момент, что в течение декабря, все-таки это достаточно большой период, 30 дней, 31, когда какое-то дело или тема будет иметь два варианта развития. Или это может быть как два исхода какого-то дела. Или вы можете, если между работами, да, мы говорим, неожиданно может быть предложено две должности. Или это может быть в ваших отношениях тоже, когда вы будете, как в личной жизни, что-то выбирать. Для вас, может быть, этот выбор вообще мы делаем каждый день, мы часто не задумываемся. И, может быть, сделать по какому-то вопросу. У нас как будто получается осуществить, да, принять решение. Но, видимо, есть та часть вопросов, когда будет это сложно сделать. И нам придется, ну, где-то пытаться еще усидеть на двух стульях, как будто и вашим, и нашим. Или где-то про дипломатию. Дуальность какая-то проходит через декабрь месяц, когда правильное взаимодействие нам поможет избежать каких-то проблем. Но я не могу сказать, что это та неожиданность, которая вас ставит в тупик. Тут как будто если есть на повестке дня, то вот по ретро-планетам, которые будут у нас в декабре, это что-то из прошлого, словно нужно определиться, завершить. Давайте мы посмотрим, какие возможности. Вот как раз возможности будут даны. Знаете, я могу предположить, от чего-то вы как будто отказываетесь. То есть есть та тема, в которой вам уже все определено и ясно, понятно. Но есть, видимо, и еще какая-то составляющая в вашей жизни, с которой вам тяжело определиться. И вы не видите как будто своих возможностей. Вас это может где-то повергать вот в такое уныние, отчасти апатию. Нам говорят, посмотри, у тебя рука буквально как ты можешь не видеть из-за какой-то хандры именно какие-то варианты для себя, прогресса, какие-то новые возможности вот в самих возможностях. Именно потому, что иногда по этой карте либо мы устали, либо нет причины. Это та причина, которую мы называем «встал не с той ноги». Ну, условно, конечно, да, аллегорически. То есть нет причин хандрить. Надо увидеть возможности в чем-то. Или долго не раздумывать, или, правда, делать какой-то выбор. Отдавайте выбор тому, что надежно, то, что на длительный какой-то срок, и то, что может быть отчасти проверено. Слушайте свою интуицию, это тоже будет важно. Давайте мы узнаем, а что же скрыто. Как будто, вы знаете, выбор делать придется. От того, что мы что-то удерживаем, у нас ничего не получится. Нам придется войти в тот ритм или режим, когда прошлое само будет отталкиваться от нас. Или обстоятельства нашей жизни будут складываться таким образом, что нам все равно что-то придется менять. Как не желай какой-то стабильности, тут эту стабильность в каких-то новых условиях, с новыми вариантами сотрудничества или с новыми какими-то, может быть, отношениями у кого-то так проигрывается, надо построить как будто. Может быть, для кого-то переезд в новые местности это нужно сделать. То есть есть все равно у каждого свой элемент перемен. И по этой карте перемены неизбежны. Отпускай все прошлое, то, что уходит. Иногда это может проигрываться так, что люди уходят, правда? Восьмерка кубков, когда кто-то из людей, из друзей, может быть, уезжает или уходит. Бывает такое, и мы это не можем удержать. Нам нужно принять, может быть, чье-то мнение, окончательное решение, и как будто не пытаться что-то реанимировать заново. Тут на смену чему-то новому прежнее что-то должно уйти, и мы должны это проводить спокойно. По этой карте вообще удача, успех где-то предусмотрены, но они могут нам прийти только в том случае, если мы правильно оценим обстановку и поймем, что же нам где-то может мешать. Или какая-то прежняя история, она не имеет продолжения. То есть при перемены неизбежны. Сколько не удерживай, что-то уйдет так или иначе, вот как будто так. И
наверное, вот к этому новому переключиться, увидеть эти самые возможности. Это для нас задача. Надо сказать, что возможности к нам иногда приходят криво, непонятно, так как мы не ждем. Мы себе запланировали что-то одно, составили план. Но нет, у нас в реальной жизни начинает все колесом каким-то идти и меняться совсем по не предполагающей какой-то траектории. И вот почему важно держать руку на пульсе, чтобы вовремя ухватить, ну, как прелюдия каких-то возможностей, понимаете? То есть совсем провзаимодействовать, а дальше видно будет, дальше вы как будто разберетесь. Тут самое главное не оглядываться, наверное, назад. Не случайно нам это как будто помогает. Ну вот перемены сами по себе вам выпадают, что скрыто. Это никто ничего не скрывает от вас. Это именно пространство будет какие-то для вас реалии менять. Дела, работа, бизнес. Вы можете с кем-то быть не согласны. Или карта соревнования. Но именно в этой колоде Таро, посмотрите, человек занес словно жезл. И 6 жезлов, да, нам даже людей не показывают. Это как будто ситуация, которая для вас лично, она не интересна, она интересна кому-то. Нас могут вызывать на спор или склонять, чтобы мы кому-то помогли или приняли в каком-то деле участие, а карта нам говорит: держись сторонним наблюдателем. И в этой колоде Таро иллюминатов у нас человек показан на возвышении. Так вот, и в смысле-то этой карты прорисовка говорит: ты как будто выше всех. Ты словно смотришь свысока на какую-то историю или на какую-то реальность, и твоя задача правильно проанализировать, сделать выводы, а не быстро включиться в какие-то вопросы, по которые потом окажется, что тебе не нужны, а нужны кому-то. Вот с чем-то, я бы сказала, не просчитаться, так и, ну, какую-то дистанцию не увеличивать, если прежде были, ну, по какому-то вопросу недоговоренности, не смогли договориться. Все же рядом шестерка кубков, и, как мы с вами говорили, больше дипломатия. Или, если не можем установить дипломатию, нейтралитет. Вот где-то так может быть. Давайте мы посмотрим, что по финансам. Тройка жезлов – прекрасная карта прогресса, когда мы уже готовы буквально запрыгнуть вот на один из этих кораблей, как нарисовано на карте, и отправиться в будущее. Правда, очень где-то перекликается с картой колесница. Мы сами хотим перемен. Скорее всего, по финансам это новые возможности, и эта карта говорит о том, что, с одной стороны, как совет, уделяй внимание только тому, что надежно, что на последующий период тебе будет именно служить прогрессом, с чем-то не просчитаться. Эта карта буквально перехода из прежнего где-то состояния и в какие-то, ну, последующие, может быть, наши способы заработка или возможности построения карьеры, какие-то наши личные амбиции, которые впоследствии тоже приведут к финансам. Но вот, наверное, как, и опять же по шестерке кубков, это центральная карта, которую мы говорим как важное событие или что будет в центре внимания. Правильное какое-то решение принять и уделить внимание только тому, что искренне, опять же, и надежно, и на долгий срок, а не тот интерес, который завтра куда-то исчез. Личная жизнь, счастье, радость. Для тех, кто один или одна, значит, я могу предположить, не совсем тут нам карты про новое, совсем знакомство, да, с нуля. Но по шестерке кубков, значит, есть у вас человек, которого вы знаете, и как будто он может о себе напомнить, или вы, может быть, захотите, мои дорогие близнецы, напомнить кому-то о себе. Может быть, какую-то переписку прочитаете, встретиться захотите, но как будто не быть одному или одной. Посмотрите, все карты нам об этом говорят. Счастливый период жизни в декабре, вот испытать радость, нежности, ласки, любви, взаимопонимания, когда один дополняет другого, построить, ну, непонятно, что не в течение декабря, это я тоже аллегорически создать, может быть, особый уют в декабре, перед праздниками, в вашем доме, чтобы прочувствовать единение души, когда что-то общее нас как и дополняет, так и объединяет, и уже мы можем вдвоем строить какие-то планы. Сама по себе карта благополучия, счастья, взаимопонимания, радости и любви. И тут построение семьи, у кого-то
Дружба переходит в более зрелые, в серьезные отношения, и вы будете что-то вместе вдвоем планировать. Давайте я немножко раскрою эти карты. Давайте по делам, по работе, по бизнесу. Семерка жезлов, недостаточно информации, кроме как противостояние какое-то, да, или спор, к примеру. Или то, с чем мы не согласны, или с чем кто-то с нами, допустим, не согласен. Давайте мы посмотрим, что по работе или каким образом, вот где вы трудитесь, основное что-то. Вот нам говорят, бросьте эти 10 жезлов, уделите внимание буквально режиму труда и отдыха, вы не должны себя перегружать. Может быть, предыдущий период был достаточно напряженный, и физически вы уже устали. Как будто есть что-то более важное, нежели участие в каком-то деле, который, правда, для вас потом не будет служить продолжением, не будет какого-то прогресса. Нам несколько карт об этом говорят, мои дорогие близнецы, что вы можете как будто вкладывать свои силы, энергию, время в те дела, вопросы, темы, в которых в последующем вы для себя эквивалента никакого не получите, кроме усталости и потраченных сил. Хорошо, давайте мы посмотрим, может быть, какие-то дополнительные, или вы рассматриваете смену работы, да, или это вторая работа, дополнительный доход, вот где вы осуществляете. А здесь нам как раз вот про что-то новое. У кого-то это может проиграться как новая работа. На прежней уже одна усталость и какое-то разочарование. А вот как раз по пажу Пентаклей, вот тот самый прогресс, который по тройке жезлов я рассказывала, уже нам более перспективно что-то обещает. Видимо, не гоните мысль, если даже в декабре зародилось желание изменить что-то, как мои амбиции вдруг вы прочувствовали, что прежде не хотел строить карьеру, а теперь однозначно прихожу к выводу, да, теперь моя самореализация. Или есть какой-то проект, как инсайт, может прийти в голову, значит, надо все просчитать, кстати, по этой карте, или продумать. По этой карте мы можем начать учиться чему-то новому, потому что какая-то область деятельности нас может заинтересовать. И я бы сказала, с элементом новизны на любой ваш, как инсайт, предложение, возможность точно нужно откликаться. Вас это и порадует, и в последующем как раз прогресс по финансам. Давайте, что сами финансы, и мы посмотрим основной источник дохода, откуда к вам приходят деньги. Декабрь, а тут рыцарь кубков, вообще это приятные эмоции, радость. Значит, все приходит в свое время. Вас порадуют ваши финансы. И давайте мы достанем дополнительный доход. А вот здесь будьте рациональны, что-то не упустить будет важно. Ваша карта выпадает. Король мечей. Не время для риска, кстати. И если есть такая ситуация по финансам, то следует, допустим, ситуация, когда двойственная. Или вам предложили, может быть, сделку или участие в каком-то деле. Мы не должны себя, вы не должны подвергнуть себя, опять же, риску, когда один на один останетесь с какой-то финансовой проблемой. Или когда вы, может быть, возьмете на себя какие-то обязательства, а потом что-то не просчитаете как будто до конца. Видимо, у каждого своя какая-то ситуация, и выпадает ваша карта. Вы в любом случае можете сделать или повернуть то или иное дело в ту сторону, как вы захотите. Но для этого ваши энергии, мои дорогие близнецы, это логика, интеллект и рационализм. И тогда тоже будет радость, и будут, видимо, какие-то по карте колесница новые возможности, как и для заработка, как и по работе, так и определиться в личной жизни. Вообще продуктивный месяц декабрь. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы и любимы всегда.